Два 16-миллиметровых динамических драйвера, открытый тип, технология костной проводимости, передатчик PUR-Free второго поколения, поддержка кодека aptX, двойные микрофоны с технологией интеллектуального шумоподавления, Qualcomm CVC, мультипоинт до 2 устройств, поддержка фирменного приложения, время автономной работы до 10 часов на одном заряде, и, как вы уже поняли, это только малая часть того, что можно прочесть в рекламе. К наушникам под названием Halo Pure Free Lite. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, вы сейчас узнаете в этом ролике. Распаковка. Поставляется эта модель в коробке из среднего по плотности картона, выполненная в черном цвете. Также имеется брошюрка из тонкого картона с названием, краткими характеристиками и изображением модели. Упаковка обыкновенная и ничем не примечательная. Наушники зафиксированы в пластиковую форму, а документация с кабелем для зарядки Type-C расположена в отдельной коробочке. Вес наушников всего 27 граммов, а габариты вы видите на экране. Все в пределах нормы, и блоки не особо крупные. 7 обзоров в неделю выгружаю и ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Скоро они кончатся, буду разыгрывать Poco X7 Pro. Прикрепим мой телеграм-канал с промокодами на Алиэкспрессе. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот YouTube-канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов, и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в телеге, и вы автоматически в розыгрыше. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме. Не забудьте еще подписаться на телеграм-канал скидок, это тоже условие. Первая ссылка в описании. Там много всего полезного. Перейдем же к наушникам. Начнем. В продаже есть черно-салатовая и голубая расцветка этой модели. Блоки наушников выполнены из матового пластика с софт-тач покрытием. Также есть вставки из глянцевого пластика. Шейный обод, как и заушины, выполнены из титанового сплава с прорезиненной внешней частью. Собрана модель качественно, материалы прочные, но марки. Водонепроницаемость у наушников класса IP55. Я искупал их в воде, мой экземпляр остался жив. Вам же не советую намеренно топить наушники. Пота и мелкого дождика, я думаю, они не боятся, но плавать с ними однозначно нельзя, к сожалению. Далее, дизайн модели интересный, выглядят наушники хорошо, все управление вынесли на правый блок. На нем же мы, к слову, имеем также LED-индикатор, микрофоны и разъем для зарядки Type-C, который находится за заглушкой. Кнопки механические, из команд на борту play-пауза, регулировка громкости, переключение треков, ответ-сброс вызова, вызов голосового ассистента, а также зажатием многофункциональной кнопки и кнопки плюс можно переключаться между несколькими звуковыми эквалайзерами. Но, честно говоря, настроены они далеко не идеально. Персонализировать управление возможности нет, на нажатие наушники откликаются отлично. Некоторые команды сопровождаются приятными системными звуками. Далее, сила зажима хорошая, наушники не давят, но и не слетают. Посадку можно назвать надежной, но отрегулировать ее каким-либо способом невозможно. Также советую померить их, если решитесь приобретать. Лично у меня они сидят хорошо, но мне не нравится, как перевешивает шейный обод с блоками. Для спорта я бы посмотрел подобные варианты, как Aerofit 2 от Anker Soundcore. Утечки звука у Pure Free Lite на 100% заметные, но не критичные. Летим дальше. Оснащена модель двумя 16-миллиметровыми динамическими драйверами. Тип наушников открытый, с технологией костной проводимости. Используется датчик Pure Free второго поколения. Чип установлен QCC3040, Bluetooth чип версии 5.2. По кодекам есть поддержка SBC и aptX. Кодека AAC не завезли. Заряд наушников в шторке на смартфоне отображается. Наушники автоматически подключаются после включения с ранее подключенным устройством. Для полноценного использования нужно установить приложение Halo Sound. На главной странице с подключенными наушниками мы видим заряд наушников в процентах. Далее есть возможность включить мультипоинт до 2 устройств, перейти во вкладку с двумя режимами работы по умолчанию на улице, но отличий между этими режимами я не обнаружил. Далее можно настроить функцию автоматического выключения, что удобно, плюс можно обновить прошивку, но мне обновления еще не прилетали. Далее, связь с устройством они держат хорошо, через одну стену они не отваливались, но через две стены появляются фризы. На улице также изредка пропадает звук. Задержка на YouTube незаметна, что не скажешь про задержку звука в играх. Однозначно это не игровые наушники, да и в целом для игр я рекомендую покупать проводные модели. Примеры задержки вы сейчас увидите на экране.
Емкость аккумулятора 170 мАч, полный цикл зарядки занимает 1 час 45 минут, заявлено 10 часов работы на одном заряде аккумулятора. Время автономной работы по моим тестам с кодеком aptX и на громкости 65% не больше 7 часов 30 минут. 10 минут подзарядки дают в среднем 2 часа прослушивания музыки. Результат с учетом характеристик хороший. Микрофоны в данной модели двойные с технологией интеллектуального шумоподавления Qualcomm CVC. И как они работают, вы сейчас услышите. Всем привет от Игоря. Сейчас вы слышите, как отрабатывают микрофоны наушников под названием Halo Pure Free Lite. Локация не особо шумная, но рядом находится проезжая часть. Ветер не сильный и практически не задувает микрофоны. Звучание. Данная модель не имеет выдающегося звучания, звук по качеству средний, низкий диапазон практически отсутствует, середина проработана с достатком, но верхние частоты звучат вовсе неприятно. Я бы даже сказал, что они заметно портят общее впечатление о звуке. К слову, предустановки никак не помогают. Грубо говоря, Pure Free Lite не про звук. Рассматривать их можно только если у вас четкое представление, для чего вам нужны наушники такого форм-фактора с технологией костной проводимости. Возможно, кто-то безумно любит данную технологию, плюс занимается бегом. Из минусов: нет сенсоров приближения, мало функций в приложении, нет кодека AAC, нет кастомного эквалайзера в приложении. Звучание неплохое, но ожидал чего-то большего и не такое плоское. Задержка в играх. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Там много всего полезного. Резюмирую. Halo Pure Free Lite имеют отличный дизайн, хорошую сборку, поддержку приложения, поддержку кодека aptX, неплохое время автономной работы, но по звуку модель подкачала. Скажем так, рассматривать ее можно, но бежать покупать однозначно не стоит. С другой стороны, в этой ценовой категории альтернатив я не нашел. Есть старые модели неплохие, но из новинок все или намного дороже, или вообще ноунейм. Поэтому от меня девайсу однозначное да. Xiaomi Halo Pure Free Lite имеют право на жизнь. Спасибо за просмотр, добра и удачи вам, дорогие друзья.